Многие думают, что Кемер– это один курорт. На самом деле нет. Это целых 6 разных районов, и между ними разница гораздо больше, чем кажется. Именно поэтому многие туристы совершают одну и ту же ошибку. Они долго выбирают отель, читают отзывы, сравнивают цены, а потом приезжают и понимают, что сам отель отличный, но район вообще не подходит. Кто-то хотел спокойно отдыхать, а до ночи слушает музыку из соседних баров. Кто-то мечтал каждый вечер гулять по набережной, а оказалось, что рядом особо и выйти некуда. А кто-то каждый день тратит лишнее время на дорогу, хотя этого можно было легко избежать. На самом деле проблема не в отеле, проблема в том, что сначала нужно выбрать район, а уже потом искать гостиницу. В этом видео я покажу все районы Кемера– Бельдиби, Гёйнюк, центр Кемера, Кириш, Чамюву и Текирова. Разберем, чем они отличаются, где лучше пляжи, куда стоит ехать с детьми, где понравится молодежи, а какой район выбрать, если хочется просто спокойно отдохнуть. И обязательно досмотрите до конца. Я подготовил простую сравнительную таблицу, по которой буквально за минуту можно понять, какой район Кемера подойдет именно вам. А еще расскажу, какие места стоит посетить самостоятельно и на какие экскурсии действительно стоит потратить время и деньги. Ну что, поехали! Если после перелета вам совсем не хочется еще долго ехать до отеля, присмотритесь к Бельдиби. Это первый курортный поселок по дороге из аэропорта Анталии, поэтому трансфер обычно занимает всего 30-40 минут. Но выбирают Бельдиби не только из-за близости к аэропорту. Здесь спокойная атмосфера без шумной ночной жизни, поэтому район отлично подходит тем, кто хочет просто отдохнуть у моря. Вокруг сосновые леса, а Таврские горы подходят почти вплотную к побережью, поэтому виды здесь действительно красивые. С отелями тоже все хорошо. Есть как недорогие варианты, так и большие пятизвездочные комплексы с собственными пляжами и системой «все включено». Именно поэтому Бельдиби часто выбирают семьи и те, кто хочет получить хороший уровень сервиса без лишних затрат. Пляжи здесь галечные, местами галька довольно крупная, поэтому для комфортного входа в море лучше взять аквашузы. Зато вода очень чистая и прозрачная. Если для вас важны короткий трансфер, спокойная атмосфера и хороший выбор отелей, Бельдиби станет отличным вариантом. Ну а если хочется еще больше зелени, более дорогих отелей и одной из самых известных природных достопримечательностей региона, едем дальше, в Гёйнюк. После Бельдиби мы попадаем в Гойнюк. Многие считают его самым зеленым районом Кемера, и с этим сложно поспорить. Здесь сосновые леса, горы буквально окружают поселок, а воздух заметно свежее, чем в более оживленных районах. Главная достопримечательность Гёйнюка– одноименный каньон. Если будете отдыхать здесь, обязательно выделите хотя бы несколько часов на прогулку. Бирюзовая горная река, высокие скалы и красивые тропы делают это место одним из самых интересных во всем регионе. Большинство отелей здесь большие 4- и 5-звездочные комплексы с зеленой территорией и системой «все включено». Поэтому Гёйнюк часто выбирают семьи с детьми и те, кто любит отдыхать спокойно, не выезжая каждый день за пределы отеля. Если вам хочется тишины, красивых пейзажей и отдыха среди сосен, Гёйнюк– отличный выбор. Пляжи здесь галечные, море чистое и прозрачное, как и практически во всем Кемере, но именно природа делает этот район особенным. Ну а если после пляжа хочется прогуляться по магазинам, посидеть в кафе или провести вечер в клубе, тогда едем дальше, в центр Кемиэра. Если для вас отпуск– это не только пляж и отель, а еще прогулки, кафе, магазины и вечерняя жизнь, то центр Кемера точно заслуживает внимания. Именно здесь находится сердце курорта. Отелей в центре очень много, от небольших городских гостиниц до крупных пятизвездочных комплексов. Поэтому подобрать вариант можно практически под любой бюджет. Одно из самых популярных мест– центральная площадь Кемера с башней, в котором находится кафе «Мокка».
Именно отсюда многие начинают прогулку по городу. Совсем рядом находится необычный дом вверх дном, одна из самых популярных фотолокаций. Одна из главных достопримечательностей центра — белоснежная мечеть. Особенно красиво она выглядит вечером, когда включается подсветка. Любителям ночной жизни тоже скучать не придется. Именно в центре находятся самые известные ночные клубы. Если захочется пройтись по магазинам, далеко идти не придется. В центре сосредоточено большинство торговых улиц, бутиков и торговых центров. Яхтенная марина в Кемере обязательно для посещения. Белоснежные яхты, пальмы, кафе и горы на горизонте создают ту самую картинку, которую многие представляют, когда думают об отдыхе на Средиземном море. Именно отсюда отправляется большинство морских прогулок и экскурсий к живописным бухтам побережья. Если хочется почувствовать настоящую атмосферу Кемера, обязательно прогуляйтесь по набережной. Шум моря, пальмы, горы на горизонте, уютные кафе и неспешные вечерние прогулки. Именно такой Кемер многие запоминают больше всего. Ну а если вам больше по душе тишина, спокойные вечера и семейная атмосфера, тогда едем дальше, в Кириш. После шумного центра Кемера кажется, будто кто-то убавил громкость. Всего несколько минут на машине, и вы оказываетесь в Кирише, где отдых течет совсем в другом ритме. Этот район часто называют «золотой серединой». До центра Кемера отсюда рукой подать. При желании можно быстро съездить на прогулку или поужинать в ресторане, но возвращаться вы будете уже в спокойную атмосферу без толпы туристов и ночного шума. Именно поэтому Кириш особенно любят семьи и те, кто ценит комфорт без ощущения, что вокруг круглосуточно кипит курортная жизнь. Здесь преобладают большие 4- и 5-звездочные отели с просторными территориями, садами, бассейнами и собственной инфраструктурой. Многие туристы практически не покидают территорию отеля, ведь все необходимое уже находится рядом. Еще одно преимущество Кириша – пляжи. Галька здесь заметно мельче, чем в Бельдиби, поэтому входить в воду гораздо комфортнее, а благодаря открытому виду на гору Тахталы фотографии отсюда часто получаются одними из самых эффектных во всем регионе. Если вы хотите совместить спокойный отдых с возможностью быстро оказаться в центре событий, Кириш – один из самых удачных вариантов. Но есть район, который многие туристы открывают для себя только со 2-го или 3-го приезда в Кемер, и потом возвращаются именно туда. Это Чамюва. Интересно, что большинство туристов, приезжающих в Кемер впервые, даже не рассматривают Чамюву. И совершенно напрасно. Этот район редко оказывается самым известным в путеводителях, зато очень часто становится любимым у тех, кто уже бывал здесь раньше. Все дело в атмосфере. В Чамюве меньше городской суеты и больше ощущения настоящего средиземноморского курорта. Здесь тихие улицы, апельсиновые и гранатовые сады, много зелени, а вечерами хочется просто неспешно гулять, наслаждаясь морским воздухом. Отели в основном ориентированы на семейный отдых, просторные территории, зеленые сады и размеренная атмосфера без постоянного движения вокруг. Отдельный плюс – расположение. Именно отсюда очень удобно добираться до древнего города Фазелис, одного из самых красивых мест всего побережья, где античные руины буквально встречаются с морем. Пляжи здесь просторные, а благодаря меньшему количеству отдыхающих даже в разгар сезона можно найти место, где будет гораздо спокойнее, чем в центре курорта. Чамюва отлично подойдет тем, кто приезжает в Турцию не за вечеринками, а за ощущением отпуска, когда никуда не нужно спешить. Но если хочется максимального комфорта, лучших отелей региона и пляжей, которые многие считают самыми красивыми в Кемере, пора отправиться в самый южный и самый престижный район – Текирову. Чем дальше мы уезжаем от аэропорта Анталии, тем сильнее меняется побережье. И именно в Текирове многие понимают, почему этот район считается жемчужиной всего региона. Да, дорога сюда занимает немного больше времени, но многие туристы говорят, что уже в первый день понимают, оно того стоило. Именно здесь находятся одни из самых известных 5-звездочных отелей с огромными зелеными территориями, высоким уровнем сервиса и собственными пляжами. Если вы мечтаете о максимально комфортном отдыхе, Текирово практически всегда оказывается в числе лучших вариантов.
Но главное богатство этого района — природа. Здесь побережье выглядит особенно живописно. Прозрачная вода, небольшие бухты, сосновые леса и горы создают те самые виды, которые чаще всего попадают на открытки и рекламные фотографии Турции. Многие туристы считают пляжи Текировы лучшими во всем регионе. Благодаря мелкой гальке вода остается кристально чистой, а купаться здесь особенно приятно. Именно отсюда удобно отправляться к 3 островам, одному из самых известных мест для дайвинга, а также посещать античный Фазелис и другие природные достопримечательности южной части Кемера. Если вы готовы потратить чуть больше времени на дорогу ради красивых пейзажей, высокого уровня сервиса и спокойной атмосферы, Текирова почти наверняка оправдает ожидания. После обзора всех районов наверняка возникает один вопрос: так какой же выбрать именно вам? На самом деле идеального района не существует. Все зависит от того, каким вы представляете свой отпуск. Именно поэтому многие туристы ошибаются. Они выбирают самый дорогой отель, а нужно сначала выбрать правильный район. Если для вас главное быстрее оказаться в отеле после прилета, обратите внимание на Бельдиби. Это ближайший поселок к аэропорту Анталии, где можно спокойно отдыхать среди сосновых лесов и гор. Если хочется сочетать природу, прогулки и активный отдых, отличным выбором станет Гойнюк. Здесь рядом знаменитый каньон, зеленые пейзажи и спокойная атмосфера, которая нравится семьям с детьми. Тем, кто не представляет отпуск без прогулок по вечерам, кафе, магазинов и красивой набережной, лучше всего подойдет центр Кемера. Именно здесь жизнь продолжается до поздней ночи. Если хочется отдыхать в тишине, но при этом оставаться совсем рядом с центром, присмотритесь к Киришу. Это один из самых сбалансированных районов региона. Если вы цените зелень, просторные пляжи и неспешную атмосферу настоящего средиземноморского курорта, вам, скорее всего, понравится Чамюва. Ну а если мечтаете о максимально комфортном отдыхе, красивых бухтах, лучших пляжах региона и готовы немного дольше ехать от аэропорта, выбирайте Текирову. А чтобы вам было проще сравнить все районы, я собрал основные отличия в одной таблице. Сохраните это видео, чтобы потом спокойно выбрать тот район, который подходит именно вам. И главное, запомните простое правило: не существует плохих районов Кемера. Есть районы, которые просто подходят разным людям. И если выбрать правильно, отдых принесет совершенно другие эмоции. А теперь давайте посмотрим, какие места в Кемере обязательно стоит увидеть, даже если вы вообще не планируете покупать экскурсии. Многие считают, что без экскурсий в Кемере будет скучно. На самом деле это далеко не так. Есть несколько мест, которые обязательно стоит увидеть хотя бы один раз. На первом месте античный город Фазелис. Это одно из самых необычных мест всего побережья. Представьте, древние улицы, которым больше 2000 лет, руины античного театра, колонны, и все это буквально в нескольких шагах от моря. После прогулки можно сразу искупаться в одной из красивейших бухт региона. Вторая обязательная точка – гора Тахталы. По канатной дороге вы поднимаетесь на высоту более 2300 метров и всего за несколько минут оказываетесь над облаками. В хорошую погоду отсюда видно практически все побережье от Анталии до южной части Кемера. Любителям природы обязательно понравится каньон Гюнюк. Здесь можно прогуляться вдоль горной реки, пройти по ущелью, а самые активные туристы могут отправиться дальше по маршруту с каской и гидрокостюмом. Если любите пешие прогулки, обратите внимание на Ликийскую тропу, один из самых известных пешеходных маршрутов в мире. Даже небольшой участок подарит невероятные виды на море и горы. И, конечно, нельзя не упомянуть 3 острова рядом с Текирово, одно из лучших мест для дайвинга во всей Турции. Благодаря прозрачной воде и богатому подводному миру сюда приезжают дайверы со всего мира. Но есть одна проблема. До некоторых из этих мест можно добраться самостоятельно, а вот увидеть самые красивые бухты и природные уголки без экскурсий будет уже намного сложнее.
Именно экскурсии позволяют увидеть тот Кемер, который обычно остается за пределами территории отеля. Если бы меня попросили выбрать всего несколько экскурсий, которые действительно стоит посетить, то на первом месте морские прогулки на яхтах. Это возможность увидеть бухты, куда невозможно попасть по суше, искупаться в кристально чистой воде и провести целый день среди потрясающих пейзажей. Любителям природы обязательно стоит отправиться на остров Сулуада, который часто называют турецкими Мальдивами. Белые пляжи, бирюзовая вода и невероятные фотографии. Неудивительно, что эта экскурсия уже несколько лет остается одной из самых популярных. Тем, кто хочет совместить историю и природу, отлично подойдет поездка Демре Мира Кекова. Древние города, затонувший город под водой и прогулка на яхте делают этот маршрут одним из самых насыщенных. Любителям ярких эмоций отлично подойдет экскурсия 6 в одном, которая объединяет сразу несколько активностей за один день. Вас ждут рафтинг по горной реке, джип-сафари, поездка на квадроциклах или багги, живописные виды и насыщенная программа. Если же хочется увидеть Средиземное море совсем с другой стороны, обязательно попробуйте дайвинг. Даже без опыта вы сможете совершить свое первое погружение под руководством опытных инструкторов и познакомиться с удивительным подводным миром Турции. Кстати, если после просмотра вы захотите подробнее изучить программы экскурсий, посмотреть реальные фотографии, актуальные цены и отзывы туристов, загляните на Кемерап. Мы ежедневно организуем экскурсии по всему региону Кемера и всегда помогаем подобрать маршрут именно под ваш отдых, без навязывания и лишних переплат. Если такие обзоры помогают вам лучше подготовиться к отдыху, обязательно подпишитесь на канал. Впереди будут подробные обзоры других уголков Турции, экскурсии и полезные советы, которые помогут сделать отдых еще лучше. Но перед поездкой стоит знать еще несколько вещей, о которых редко рассказывают туристам. И напоследок несколько советов, которые действительно пригодятся во время отдыха. Во-первых, не бойтесь самостоятельно ездить между районами. Практически по всему побережью регулярно ходят долмуши, местные маршрутки. Это быстро, удобно и значительно дешевле такси. Во-вторых, если планируете много купаться, обязательно возьмите аквашузы. Почти все пляжи Кемера галечные, и с такой обувкой заходить в море намного комфортнее. Третье, не стремитесь провести весь отпуск только в отеле. Именно за его пределами начинается настоящий Кемер. Античные города, горные каньоны, морские бухты, прогулки на яхтах и невероятные виды, которые запоминаются гораздо сильнее, чем очередной шведский стол. И еще один совет, который многие понимают только после первой поездки. Не пытайтесь увидеть все за один отпуск. Лучше оставить повод, обязательно вернуться сюда снова. Ну а теперь давайте подведем итог. Теперь вы знаете, чем отличаются районы Кемера, кому они подходят и какой из них, скорее всего, станет идеальным именно для вашего отдыха. Кемер – это не просто один курорт на карте Турции. Это сразу несколько совершенно разных мест со своим характером, атмосферой и настроением. И именно поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова. Напишите в комментариях, какой район понравился вам больше всего. А если вы уже отдыхали в Кемере, обязательно поделитесь своим опытом. Ваши советы помогут другим туристам сделать правильный выбор. Если видео оказалось полезным, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. Впереди вас ждут обзоры других курортов Турции, лучшие экскурсии, маршруты для самостоятельных путешествий и множество практических советов, которые помогут сделать отпуск еще ярче. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в следующих видео и, возможно, уже совсем скоро в солнечном Кемере.